Однажды 7 друзей выкопали в поле 2500 серебряных монет и стали богаче на $5,5 миллионов. Это не байка, не пересказ с форума. Это Британия, страна, где буквально любой человек с прибором за пару сотен фунтов может однажды выкопать состояние. Не потому, что земля здесь богаче, чем в других странах, а потому что здесь есть закон, который делает выгодным сообщить о находке, а не спрятать ее в сарае. 15 историй, настоящих, с именами, датами, точными цифрами монет. От горсти пенни, найденных фермерским механиком в свободное от работы время, до клада, который искали 30 лет и который в итоге пришлось поднимать из земли одним полутонным куском, потому что монеты спеклись в единую массу. Если сложить серебро и золото из всех 15 историй сегодняшнего видео, по совокупной оценке набежит сумма, которая легко перекроет годовой бюджет небольшого европейского города. Поехали! Начнем с истории, где все решила одна короткая фраза. Саффолк. Деревня Даллинху, возле городка Уикхем-Маркет. Март 2008 года. Автомеханик по имени Майкл Дарк на тот момент уже 25 лет ходит по одним и тем же полям с прибором. 25 лет, и ни одной золотой монеты за все это время. Обычное, ничем не примечательное хобби выходного дня. И вот, наконец, сигнал. Копает золотой статер, кельтская монета почти 2000-летнего возраста. Дарк даже не сразу поверил, что нашел именно золото, а не очередную гильзу или пробку от бутылки. Определить монету помог интернет. По типу чеканки он опознал так называемый фрокенхемский статер, названный по кладу, где подобные монеты впервые нашли еще в 1885 году. Через неделю, уже в снегу, работая буквально в мокрой каше под ногами, он находит еще 8 таких же монет. А потом прибор, как он сам потом опишет, просто сходит с ума. Земля буквально звенит под катушкой на каждом шагу. Дарк отмечает место камнями и уходит. Не копает. Почему? Он потом объяснит журналистам просто и без пафоса. Эти монеты ждали меня 2000 лет, подождут еще одну ночь. На следующий день на поле уже работают археологи, раскопки в итоге растягиваются с марта по октябрь. Итог – 840 золотых кельтских монет Железного века, спрятанных племенем Иценов, тех самых, которыми 1,5 века спустя будет править легендарная Боудика. Специалисты назвали клад крупнейшим собранием британских кельтских золотых монет, когда-либо изученным целиком. Ни один подобный клад со времен находки Воден-Чейз в 1849 году не был таким полным. По современным деньгам его оценивали в диапазоне от 500 тысяч до $1 миллиона фунтов. Музею Ипсвича пришлось запускать отдельный сбор пожертвований, чтобы наскрести 300 тысяч фунтов на выкуп. Итоговая сумма сделки составила 316 тысяч. Простой автомеханик нашел больше золота, чем целая жизнь ремонта машин способна принести. И нашел, потому что не сдался за 25 лет пустых полей, и потому что в решающий момент не стал жадничать и копать в темноте в одиночку. Девон, южное побережье, ноябрь 2013 года. Лоуренс Эджертон, обычный кладоискатель без особых громких находок в прошлом, водит катушкой по полю недалеко от Сеттон-Дауна. Сигнал. Копает, и монеты начинают буквально сыпаться с лопаты одна за другой без остановки. Он останавливается. Не выгребает все сам, как сделал бы жадный или неопытный человек. Звонит археологу графства Биллу Хорнеру. На следующий день приезжает целая команда. Раскопки растягиваются на 3 дня подряд. Место оказывается знакомым специалистам, неподалеку уже находили следы римских построек. И вот тут начинается самое напряженное. Днем на поле толпы людей, всем интересно посмотреть на процесс. А ночью никого, кроме открытой ямы с римским серебром посреди пустого поля в темноте. Эджертон решает, сам будет охранять находку. 3 ночи подряд он спит в собственной машине прямо у раскопа, замерзая, лишь бы никто не подобрался к сокровищу до утра, пока идет официальная раскопка. Итог его бессонных ночей – 22 888 римских монет, преимущественно так называемые нуммы, мелкая разменная монета повседневного оборота, плюс 3 серебряных слитка общим весом около 70 килограммов вместе с грунтом. Монеты чеканили на 17 разных монетных дворах по всей Европе. Самые молодые датируются годом основания Константинополя,
332 годом нашей эры. По всей вероятности, это были накопленные годами сбережения римского солдата или торговца, обычные монеты повседневного оборота, просто их оказалось невероятно много в одном месте. Хранился клад в Королевском музее Альберта в Эксетере. Музею пришлось запускать краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги на выкуп. Своего бюджета на такую сумму не хватало. Находка вошла в историю еще и тем, что официально стала миллионной по счету записью в общенациональной британской системе учета древностей за все время ее работы. 3 холодные ночи в машине. Не самая заметная деталь этой истории на первый взгляд. Но именно из-за таких людей, готовых потерпеть неудобства ради честности, Британия и остается страной с самой прозрачной системой учета кладов в мире. Линкольншир. Окрестности деревни Роузби. Июль 2017 года. 2 кладоискателя обследуют поле, ничем не примечательное на первый взгляд. Сигнал приводит их к керамическому горшку, а в нем свыше 3000 бронзовых монет, аккуратно уложенных слой за слоем. Казалось бы, обычная история. Кто-то спрятал сбережения, не успел вернуться, монеты пролежали в земле почти 17 веков. Но археолог графства Адам Добни, разбирая находку при официальном расследовании коронера, обращает внимание на странную деталь. Горшок закопан в яме овальной формы, аккуратно, без спешки, без малейших следов паники или в торопях, вырытой ямы, какие обычно оставляют люди, прячущие ценности от опасности. Монеты датируются годом, когда в Йорке императором был провозглашен Константин Великий, событие без преувеличения, изменившее историю всей Римской империи и много позже всей христианской цивилизации. Совпадение места и даты? Может быть, а может и нет. Есть версия, что клад закопали не ради сохранности на будущее, а в качестве ритуального подношения, то ли местным богам, то ли в честь того самого исторического момента, когда рядом, буквально в паре сотен километров, решалась судьба целой империи. Что мы точно знаем, так это то, что монеты датируются временем провозглашения Константина в Йорке. Связаны ли эти два факта, мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, честно признавал сам Добни в официальном комментарии по итогам расследования. Иногда самая дорогая часть клада вовсе не металл, который можно взвесить и оценить, а вопрос без ответа, который он оставляет после себя на века. Шропшир, август 2009 года. Ник Дэвис только-только взял в руки металлоискатель, совсем недавно, буквально за несколько недель до этого дня. Проверяет обычную грунтовую тропу возле лесопосадки неподалеку от Шрусбери, и самый первый в жизни сигнал приводит его к древнеримскому кувшину, до краев набитому монетами. Дэвис даже не знал на тот момент, что для поиска на этой земле полагается сначала спрашивать разрешение у владельца. Настолько он был новичком в хобби, буквально без единого дня опыта за плечами. Повезло, что все обошлось без юридических последствий. Находку признали законной, землевладелец не стал возражать, а самого Дэвиса местные журналисты окрестили героем дня. Раскопки, которые провел археолог графства Хью Ханафорд вместе со специалистом по обнаружению кладов Тревором, показали, кувшин закопали примерно в 335 году нашей эры, и монеты в него складывали не разом, а постепенно, годами, целый семейный или общинный резерв на черный день. Сосуд был настолько тяжелым и хрупким от времени, что для его извлечения потребовались специальные подпорки. Итоговое число – 9315 бронзовых монет, одна из крупнейших находок такого рода за всю задокументированную историю графства. Первый день с прибором в руках. Первый сигнал в жизни. 9000 монет под ногами уже в первые часы нового хобби. Такое, конечно, случается не с каждым новичком. Статистически шансы почти нулевые. Но с Дэвисом случилось, и его история с тех пор – любимый пример того, что говорят опытным новичкам британские клубы поисковиков. Никогда не знаешь заранее. Ланкашир, местечко Сильвердейл, 2011 год. Обычный кладоискатель находит в поле металлическую банку, а в ней больше 200 предметов из серебра. Украшения, слитки, обрубки чужих украшений, порубленные на металл для последующей переплавки, так называемая хексильвер, серебряный лом эпохи викингов, который в те времена ценился буквально на вес, независимо от формы предмета. И среди всего этого
Монеты с именем человека, о котором до этой находки историки просто ничего не знали. Неизвестный ранее правитель Северной Англии эпохи викингов, чье имя нигде прежде не встречалось ни в одной летописи, ни в одном другом кладе, найденном за 2 века систематических раскопок в регионе. Представь, 1000 с лишним лет назад человек правил куском земли, отдавал приказы, чеканил свою монету, а единственное доказательство, что он вообще существовал, это несколько кружочков серебра в жестяной банке под ланкаширским дождем. Клад официально признали кладом в конце 2011 года, оценили в 110 тысяч фунтов и, что особенно приятно для местной истории, оставили в самом Ланкашире навсегда. Сейчас он хранится в музее графства в Престоне, том самом регионе, где его нашли. Иногда история – это не про золото и не про итоговую сумму в фунтах. Это про имя короля, которое чуть не исчезло навсегда и которое вернул из небытия человек с прибором за выходной день. А теперь самая свежая история в сегодняшнем списке. Йоркшир официально объявлена уже в 2024 году среди самых заметных находок года по версии самого Британского музея. 179 серебряных пенни с портретом Гарольда II, того самого последнего англосаксонского короля, что погиб при Гастингсе в 1066-м, если верить знаменитому гобелену из Байо со стрелой в глазу. По всем признакам, клад зарыли буквально накануне того самого сражения, которое навсегда изменило английскую историю, определило язык, законы и правящие династии на столетия вперед. Представь на секунду человека, который в тревоге закапывает свои сбережения где-то на севере страны, зная, где-то на юге уже высадилось войско Вильгельма Нормандского, и исход схватки решит судьбу всего королевства. Он рассчитывал вернуться за монетами позже, не вернулся, и почему, мы уже никогда не узнаем. Погиб в бою, бежал, просто забыл точное место, вариантов множество, а фактов ноль. Директор Британского музея отдельно выделил эту находку среди тысяч других за 2024 год, причем не за ее размер, куда более крупные клады регистрировали и раньше, а именно за исторический момент, который она фиксирует настолько точно. Почти 1000 лет монеты пролежали в земле, ожидая хозяина, который так и не пришел за своим спрятанным богатством. И знаешь что? Это далеко не последняя история в нашем списке, связанная именно с завоеванием 1066 года. Еще будет одна, и она окажется значительно, в разы крупнее по числу монет, по деньгам, по всему. Северный Йоркшир, январь 2007 года. Отец и сын, Дэвид и Эндрю Уиллен, полуотставной бизнесмен и его сын-геодезист по профессии, ходят с приборами по полю возле Харрогейта. Хобби у них общее и относительно молодое, всего около 5 лет на двоих. Сигнал, и из земли поднимается серебряный позолоченный кубок, а внутри него плотно упакованные 617 монет и еще 65 предметов из серебра и золота. Кубок сам по себе – вещь невероятная, отдельный музейный экспонат мирового уровня. Сделан во Франции или Западной Германии в IX веке, то есть предмету было уже больше века, когда его использовали как контейнер для сбережений, вероятнее всего фамильная ценность, передававшаяся из поколения в поколение внутри одной викингской семьи или дружины. А монеты внутри – вообще география целого континента, зажатая в одном сосуде. Английские от королей Эдуарда Старшего и Ателстана. Каролингские денье из Франции. 15 самани дирхемов, арабское серебро, проделавшее путь аж из Центральной Азии через торговые пути викингов. Есть версия, что клад спрятал один из викингских вождей после того, как король Ателстан отвоевал у скандинавов Нортумбрию в 927 году, спрятал в спешке, унося с собой все ценное, что можно было унести за один переход. Уиллины, не тронув находку, сразу и в полном составе передали клад официальному представителю по учету находок. Образцовый пример ответственного поведения, который потом годами приводили в пример начинающим искателям. Крупнейший клад викингов в Британии за 150 с лишним лет, с момента открытия куда более раннего Кёрдейл-клада еще в XIX веке. Оценили находку Уиллинов в 1 082 000 фунтов, а после экспозиции в Британском музее, Копенгагенском национальном музее Дании и Берлинской галерее клад окончательно и навсегда вернулся домой, в Йоркширский музей. Бакингемшир, декабрь 2014 года. Пол Коулман, опытный кладоискатель со стажем, проверяет поле возле деревни Ленборо.
место, ранее ничем особо не выделявшееся среди десятков соседних полей графства. Сигнал сильный, копает и понимает, что дно небольшой ямы просто устлано серебром сплошным слоем. Дальше начинается работа уже не для одного человека. На вызов приезжает целая группа поисковиков из местного клуба. Счет монет очень быстро идет на тысячи, а сама раскопка занимает у команды несколько часов кропотливой работы прямо в поле. Итог – свыше 5200 поздних англосаксонских серебряных пенни возрастом около 1000 лет, спрятанных примерно во времена нормандского завоевания или незадолго до него. Одна из крупнейших находок такого рода за всю историю страны по количеству монет в одном месте. Комитет по оценке кладов в июне 2016 года назвал итоговую сумму – 1 350 000 фунтов. Местный музей графства Бакингемшир собирал деньги на выкуп клада буквально с миру по нитке. Гранты от национальных фондов наследия, крупные и мелкие частные пожертвования, локальные сборы среди жителей округи, лишь бы монеты остались дома, в графстве, а не разъехались по частным коллекциям и аукционным домам по всему миру. Сделка о выкупе завершилась только в 2017 году, спустя 3 года после самой находки. Иногда самая большая драма клада разворачивается не в момент находки в поле, а месяцы и годы спустя, когда весь округ, от богатых меценатов до пенсионеров, скидывается по фунту, лишь бы оставить историю дома. Оксфордшир. Окрестности городка Уотлингтон. Октябрь 2015 года. Джеймс Мейзер, кладоискатель-любитель без особого стажа, водит прибором по полю на юге графства. Первый сигнал – одна серебряная англосаксонская монета, которую он сразу опознает по типу чеканки. Но прибор продолжает пищать, слишком громко и настойчиво для одной единственной монеты. Копает дальше и понимает, под ногами целая масса серебра. Больше 200 пенни, 7 предметов из серебра и золота, слитки, обрубки украшений. По его собственным словам, это был тот самый момент, ради которого люди годами ходят по полям в дождь и слякоть, так и не дождавшись ничего похожего. Клад закопали в конце 870-х годов, в самый разгар войны между уэссекскими саксами и вторгшимися датскими викингами, известные британской историографии как эпоха Великой языческой армии. И вот тут самое интересное. На части монет портреты двух королей одновременно, сидящих рядом друг с другом на одном изображении в стиле, известном как «Два императора», прямо позаимствованном с римских монет IV века. Альфреда Великого, короля Уэссекса, и Кёнвульфа II, короля Мерсии, того самого правителя, которого более поздние англосаксонские хроники презрительно назовут «глупым таном», марионеткой на службе у врагов Уэссекса. Но монета с двумя королями, сидящими бок о бок как равные партнеры, а не как победитель и побежденный, рассказывает совсем другую историю. Историю военного и политического союза между Уэссексом и Мерсией, о котором официальные хроники, написанные, естественно, со стороны победителей, предпочли попросту умолчать. Клад оценили в 1 350 000 фунтов, приобрел его музей Эшмола в Оксфорде в 2017 году. А сотрудники Британского музея в шутку между собой прозвали находку при первичном изучении «жирным хаггисом» за то, каким плотным нерасчленимым комом она извлекалась из земли, пока никто еще не понимал точного содержимого. Иногда одна монета говорит правду там, где целая государственная летопись предпочитает лгать. Сомерсет, город Фром, апрель 2010 года. Дэйв Крисп, повар больничной столовой по основной профессии и кладоискатель по выходным на протяжении многих лет, находит в поле большой керамический сосуд, зарытый на приличную глубину. Он проверяет, сосуд действительно набит монетами, судя по звуку и весу. И вот тут Крисп поступает не так, как поступило бы, вероятно, 9 из 10 человек на его месте, оставшись один на один со свежей находкой в пустом поле. Он не начинает выгребать содержимое руками прямо на месте. Он аккуратно засыпает яму обратно землей и в тот же день звонит специалистам местной службы учета находок. Решение оказывается верным вдвойне. Раскопки под контролем профессиональных археологов показывают, в сосуде 52 503 монеты, преимущественно бронзовые с примесью серебра, 3 века нашей эры. Вес всего клада вместе с сосудом и грунтом превысил 160 килограммов, и среди них крупная группа монет императора Караузия, человека, который на несколько лет фактически отделил Британию от остальной Римской империи
и правил ею как самопровозглашенный независимый правитель, чеканя собственную монету с собственным профилем. Подобных монет такой степени сохранности и в таком количестве прежде нигде в стране не находили. Это дало историкам совершенно новый материал для изучения того короткого, но яркого периода британской независимости внутри рушащейся империи. Музей Сомерсета выкупил находку за 320 тысяч фунтов в 2011 году, а по итогам голосования читателей одной из крупных британских газет в 2017 году клад из Фрома признали лучшей находкой страны за предыдущие 20 лет. Но главный урок этой истории даже не про деньги и не про престижное голосование. Крисп получил свою долю вознаграждения честно и в полном объеме именно потому, что не тронул ничего сам, не рискнул повредить хрупкий сосуд и не поставил под сомнение статус находки поспешными действиями. Восточный Норфолк. Человек, чье имя так до сих пор и не раскрыли публично, по его же личной просьбе, начинает находить золотые монеты на собственной земле еще около 1990 года. Первую монету, потом еще одну годы спустя, потом еще несколько. 30 лет с большими перерывами, но упорно, без спешки и без огласки, он продолжает время от времени проверять один и тот же собственный участок земли. Основная масса находок по документам приходится на период между 2014 и 2020 годами, когда, вероятнее всего, ему, наконец, начало по-настоящему вести. И только когда общее число доходит до 131 монеты, накопленной за 3 десятилетия личных поисков, находка становится достоянием широкой публики и передается на официальную оценку. Это, по заключению Британского музея, крупнейший из когда-либо найденных в стране кладов золотых англосаксонских монет, преимущественно франкские тремиссы конца VI – начала VII веков, плюс 9 римских золотых солидов, крупная монета в 3 раза дороже тремисса, золотой кулон, еще пара золотых предметов и небольшой золотой брусок. Куратор ранних средневековых монет Британского музея Гаррет Уильямс прямо назвал это чрезвычайно важной находкой. Она напрямую соперничает по значимости с легендарным Сатан-Ху, знаменитым захоронением того же региона и почти той же эпохи, и доказывает, что чужеземная валюта активно ходила по востоку Англии еще до того момента, как местные правители начали чеканить собственную монету. 30 лет один человек хранил свой личный секрет буквально у себя под ногами, монету за монетой, ни разу не рассказав об этом посторонним. И только когда счет незаметно пошел на сотни, весь мир об этом наконец узнал. Юго-запад Шотландии, графство Дамфрис и Гэллоуэй, сентябрь 2014 года. Дерек Макленнон, кладоискатель-любитель без профессионального археологического образования, находит на одном поле свыше 100 предметов сразу, буквально за один выход. Слитки, украшения, серебряная и золотая посуда эпохи викингов. Целый клад-ассамбляж, а не просто набор монет. И вот тут стоит остановиться на важные для любого искателя детали. В Шотландии действует не английский закон о кладах, единый для Англии и Уэльса, а собственная, куда более старая система, так называемое право короны на любую находку исторической ценности, устроенная по совершенно иным правилам и процедурам. Здесь клад не делится автоматически пополам между нашедшим и владельцем земли по фиксированной формуле, как это происходит южнее границы. Решение о судьбе находки и размере вознаграждения принимает специальная комиссия по каждому случаю отдельно, и процесс может занимать годы. 3 года спустя после находки, в 2017 году, Национальные музеи Шотландии выкупили клад за 2 миллиона фунтов, при том, что изначально многие эксперты предполагали, что сумма может оказаться значительно скромнее. Внутри клада не просто монеты, а целый комплекс предметов, включая уникальные для всей Британии образцы каролингского ювелирного дела. Некоторым предметам аналогов не находили нигде больше на острове, а часть украшений, по мнению исследователей, показывает, что викинги умели не только грабить чужие сокровища, но и по-настоящему ценить и коллекционировать чужое мастерство. Одна и та же островная страна, соседние графства буквально в паре десятков километров друг от друга по разные стороны исторической границы, а правила игры для кладоискателя совершенно разные. Стоит помнить об этом, если вдруг решишь однажды взять прибор и отправиться в поле к северу от старого английского вала. Саффолк, деревня Хоксне, ноябрь 1992 года.
Фермер по имени Питер Уэддл теряет молоток прямо в собственном поле во время работы. Обращается за помощью к местному сторожу и по совместительству любителю металлопоиска Эрику Лоузу. Просьба была самая простая на свете. «Пройди с прибором, найди мне молоток, пожалуйста». Лоуз выходит в поле в назначенный день и вместо молотка находит серебряную ложку, потом еще одну, потом золотую монету. Он останавливается, ничего больше не трогает и вызывает археологов округа. И то, что начиналось как одолжение соседу, очень быстро превращается в одну из крупнейших сенсаций британской археологии XX века, попавшую на первые полосы национальных газет. Итог многодневных раскопок. Свыше 15 тысяч римских монет, около 200 предметов столового серебра, ложки, кубки, украшения для мебели, множество золотых ювелирных изделий. Все возрастом конца IV – начала V веков, времен окончательного заката римского владычества в Британии. Сохранность настолько исключительная, вплоть до отпечатков ткани, в которую когда-то была завернута часть предметов, что находка до сих пор считается эталонной для изучения того, как жила состоятельная позднеримская британская семья в последние десятилетия перед уходом легионов с острова. Британский музей выкупил клад целиком, а Лоуз получил вознаграждение в 1 750 000 фунтов, при том, что владелец земли, узнав детали истории, добровольно отказался от своей законной половины суммы в пользу нашедшего специально за его честность и немедленный вызов специалистов вместо самостоятельных раскопок. Тот самый потерянный молоток, кстати, тоже впоследствии нашли на раскопках. Теперь он лежит в музее рядом с сокровищем, ради которого его когда-то искали, отдельным маленьким экспонатом с подписью, объясняющей всю эту историю целиком. Хочешь состояния? Иди искать чей-то потерянный молоток по соседской просьбе. Иногда, оказывается, именно так это и работает в реальной жизни. Сомерсет, регион Чувалли, 2019 год. 7 друзей, среди которых Адам Стейплс и его тогдашняя партнерша Лиза Грейс, приезжают обследовать одно конкретное поле на юго-западе Англии по договоренности с фермером-землевладельцем. Сигнал, и один за другим начинают появляться монеты. Много монет, гораздо больше, чем можно было ожидать от рядового выезда компании друзей на выходные. Финальный счет после официальных раскопок – 2584 серебряных пенни. Спрятаны они были в свинцовом контейнере, металл, специально выбранный, чтобы защитить содержимое от влаги. В конце 1060-х годов, то есть буквально в первые годы после битвы при Гастингсе, в самый разгар нормандского завоевания Англии и последовавших за ним восстаний и подавлений. И вот что делает эту находку по-настоящему уникальной среди всех кладов в этом списке. На половине монет портрет Гарольда II, последнего англосаксонского короля Англии. На другой половине – Вильгельм Завоеватель, человек, который его сверг при Гастингсе и стал новым правителем страны. Две эпохи, разделенные буквально одним годом истории, лежат в одном и том же горшке под одним и тем же полем. Часть монет отчеканена еще раньше при предыдущем короле Эдуарде Исповеднике. Некоторые монеты кто-то аккуратно разрубил пополам. Обычная в те времена практика размена крупной монеты на две более мелкие половины при отсутствии сдачи. По данным одной из крупных британских газет, клад дал специалистам столько монет с портретом Гарольда, что их общее количество после этой единственной находки превысило 60% от всех подобных монет, когда-либо найденных на территории страны за всю историю нумизматики. Чеканили монеты 100 разных мастеров-монетчиков на 46 различных монетных дворах по всей Англии, включая Бат, Бристоль, Эксетер, Гастингс, Ипсвич, Йорк и Лондон. Из-за пандемии коронавируса и долгих юридических процедур друзьям пришлось ждать окончательной выплаты денег целых 5 лет с момента находки. Один из нашедших, Адам Стейплс, впоследствии рассказывал журналистам: «Это как выиграть в лотерею, только билет нельзя обналичить 5 лет подряд. Приехать в Британский музей через несколько дней после находки, когда открывают ворота и ты проезжаешь мимо толпы с несколькими миллионами фунтов монет в багажнике – сюрреалистичное чувство, которое сложно объяснить». Итоговая сумма выплаты – 4,3 миллиона фунтов, то есть около 5,5 миллионов долларов, самая крупная выплата за находку клада за всю историю применения закона 1996 года. На свою долю Стейплс купил дом и теперь, по его собственным словам, живет без ипотеки впервые в жизни.
Самый дорогой монетный клад в истории современной Британии, если считать по официальной денежной оценке. Но не самый дорогой в нашем сегодняшнем списке. И сейчас ты поймешь, почему именно. И вот финал сегодняшнего списка. История, начавшаяся не с сигнала прибора, а со случайного семейного разговора, услышанного мимоходом. Джерси, крупнейший из Нормандских островов, коронное владение британской короны со своими собственными, отдельными от Англии законами. Реджинальд Мид и Ричард Майлз, два местных кладоискателя-энтузиаста, в какой-то момент слышат от дочери одного фермера старую семейную байку. Якобы ее отец еще в 50-х годах, вспахивая свое поле, случайно находил серебряные монеты, но тогда не придал этому особого значения и не стал копать дальше. Ни точной даты, ни точного места, просто устная легенда, годами передававшаяся в разговорах между соседями. Мид и Майлз решают проверить эту историю всерьез. И 30 лет подряд, 30, не преувеличение, методично и упорно обходят с приборами один и тот же участок земли в приходе Гровель. Снова и снова, сезон за сезоном. Без единого крупного результата на протяжении десятилетий поисков. В феврале 2012 года прибор наконец дает по-настоящему сильный сигнал. 60 монет криосолитского племени, кельтского народа, жившего на территории современной французской Британии 2000 лет назад. Копают дальше и очень быстро понимают, что наткнулись на нечто, что уже физически не поместится ни в один карман и ни в один рюкзак. Раскопки требуют немедленного участия профессиональных археологов. Всю массу монет, спекшихся от многовековой коррозии в единый плотный ком весом в полтонны, поднимают из земли целиком, одним куском, заворачивают для транспортировки и уже потом месяцами разбирают в лабораторных условиях музея Джерси прямо на глазах у публики, которая специально приходила посмотреть на процесс. Итоговое число, по последним подсчетам специалистов, около 70 тысяч кельтских и римских монет. Крупнейший кельтский монетный клад, когда-либо найденный где бы то ни было в мире, примерно в 6 раз больше любого другого подобного клада на планете. Плюс золотые торкресы, витые шейные обручи, крупнейшая коллекция такого рода во всей Европе. Кожаный кошель с остатками ткани, украшения из золота и серебра и даже наконечник копья позднего бронзового века, случайно попавший в ту же яму на 1000 лет раньше остального клада. Ученые полагают, клад закопало гальское племя кориосолитов примерно в 30-50-х годах до нашей эры, спасаясь от вторжения римских легионов Юлия Цезаря на континент, откуда племя было родом. Спрятали ценности и, вероятнее всего, уже не вернулись за ними, оставив монеты дожидаться своего часа на 2000 лет. По законам острова находка автоматически стала собственностью короны, а не собственностью нашедших или землевладельца, как это устроено в Англии. Мид и Майлз годами добивались права хотя бы частично претендовать на клад по английскому закону. Безуспешно. Остров отстоял собственную юрисдикцию. В итоге лишь в декабре 2021 года, спустя почти 10 лет после самой находки, правительство Джерси официально выкупило клад у казны за 4,25 миллиона фунтов, при том, что первоначальная оценка сразу после обнаружения достигала 10 миллионов фунтов. Раздели тогда клад по частям и продай на открытом мировом рынке коллекционерам поштучно. Итоговая выручка могла оказаться в разы больше любой музейной оценки. Остров сознательно предпочел сохранить историю целиком в одном месте, а не разменивать ее на максимальную прибыль. 30 лет ради одной случайно услышанной семейной легенды. Самый крупный кельтский монетный клад в мировой истории на сегодняшний день. 15 историй. От автомеханика, который дал монетам подождать еще одну ночь перед официальной раскопкой, до двух друзей, потративших треть собственной жизни на поиски по обрывку чужого семейного пересказа. Что их всех объединяет, если приглядеться? Точно неудача сама по себе. Упрямство. Каждый из этих людей мог сдаться в любой момент. После первого пустого сезона, после 10-го, после 25-го года без единой золотой монеты. И ни один из них не сдался. Сколько еще подобных историй лежит прямо сейчас под чьими-то полями, огородами, старыми лесными тропами, не знает точно никто, даже самые опытные археологи страны. Может, следующий громкий сигнал прибора прозвучит уже завтра утром в соседнем от тебя графстве или регионе. А может, только через 30 лет, и найдет его человек,
который прямо сейчас даже еще не задумывался о том, чтобы взять в руки металлоискатель. Все источники и официальные страницы музеев, где сегодня хранится каждая из 15 находок, в описании под этим видео.